Нет, не аутизм. Как часто мы говорим родителям это? 10 признаков неаутизма. Первое. Если ребеночек гиперактивный, он бегает в кабинете, прыгает, не усиживает на месте, конечно, глазной контакт будет затруднен. Это не аутизм, это гиперактивность. Если ребеночек незрелый, например, тип нервной системы задержанный, он все делал позже, в 6 не сел только в 8 месяцев, в год не ходил, пошел в год и 1, в год и 3. То есть это так называемый задержанный тип нервной системы. И некоторые признаки аутизма могут быть при таком виде, но не все. Следующее, если ребеночек невнимательный, то есть он заходит, видит кучу игрушек, отвлекается вниманием, и у него нет слухового сосредоточения, он не может усидеть на месте, он не смотрит в глазки, тоже будут некоторые признаки. Если ребенок ходит на носочек, один признак походки на носок не значит то, что ребенок аутичный. Ребенок и в норме может ходить на носок, а также дети с нарушением мышечного тонуса тоже могут ходить на носок. Если речь у ребенка эхололичная, то есть в ответ на ваше слово он отвечает эхом. При задержке речи отдельный симптом эхололии может присутствовать в возрасте 3 лет, когда ребенок овладевает речью. Если у ребенка есть стереотипные движения, он встряхивает ручками, например, то это может быть проявление нарушений эмоционального развития раннего детского возраста. Если у ребенка, например, были заболевания, переболел он вирусной инфекцией или пневмонией, он соматически ослаблен, у него есть признаки утомляемости нервной системы, на этом этапе нервная система тоже может делать некоторый шаг назад. И это ни в коем случае не будет являться аутизмом. Если ребеночек перенес какие-то заболевания или, например, был на приеме у врача, и он испуган, то испуган или стресс на приеме, он тоже будет бояться, не смотреть в глазки, не идти на контакт, снижены будут контакты с окружающими, то есть это не будет ни в коем случае аутизмом. Еще одна интересная особенность – это реакции протеста. Мы такие видим реакции в кризис. В год, в 3 года ребенок протестует, бросает все, не хочет выполнять наши инструкции. Это тоже не будет признаком аутизма. И еще у нас есть особенные детки, которые с нарушением нервной системы наблюдались с рождения. Те, которые переносили перинатальные энцефалопатии, гипоксии, внутрижелудочковые кровоизлияния, кисты, те, у которых были изменения по нейросонограммке, например, или они наблюдались у невролога. То есть они имели ранние органические факторы нарушения нервной системы. Такие детки будут тоже развиваться чуть позже, чем обычные детки, и они могут быть впоследствии иметь задержку речевого развития или задержку психоречевого развития. Но здесь не будет аутизма. Поэтому будьте внимательны. Если какой-то симптом вас насторожил, лучше обратиться к врачу-неврологу. Врач-невролог расскажет и определит, есть ли у ребенка симптомы аутизма. Будьте здоровы, слушайте наш канал. Всего доброго, до свидания.